Привет, друзья! Я Артемий Троицкий. Это канал «Популярная советология». И сегодня у нас будет очередной сеанс ответов на ваши вопросы по темам КПСС и ВЛКСМ. Партийная тема у нас сегодня. Ну, поехали. Вопросы я зачитываю по мере их поступления на ленту, собственно говоря, тех сюжетов КПСС и ВЛКСМ, которые я представил несколько дней тому назад. Фильм ужасов «Потеря партбилета». Да, «Потеря партбилета» — это действительно для коммунистов, наверное, был фильм ужасов. Указывают мне на мою ошибку. Действительно, я ошибся, когда сказал, что Юрий Любимов, главный режиссер театра на Таганке и вообще великий театральный режиссер, наверное, главный и лучший советский театральный режиссер 60-х, 70-х годов, так вот, что Юрий Любимов не был членом КПСС. На самом деле, да, ошибочка моя. В 1952 году Любимов вступил в КПСС. Но он тогда вообще был абсолютно номенклатурным советским человеком, выступал там на всяких партийных, армейских и прочих мероприятиях. Да, в 1952 году он вступил в КПСС. Это зафиксировано. А вот в каком году он выступил, выбыл из КПСС, вот об этом нигде упоминаний нет, хотя 100%, что это произошло, потому что в 1984 году при Константине Устиновиче Черненко Юрия Любимова вообще выслали из Советского Союза. Это уж была такая самая строгая мера, гораздо более строгая, чем, скажем, исключение из партии. Поэтому я предполагаю, что задолго до этого, и, может быть, аккуратно, если не в 60-е, то в 70-е годы, Юрий Любимов из КПСС и выбыл. Так что ошибся я, но не до такой уж степени. Вообще, надо сказать, что про КПСС вопросов очень и очень мало. Это просто на удивление. По-видимому, тема коммунистической партии как-то мало людей волнует, трогает, но тем более, что ностальгии по этой коммунистической партии тоже нет. Понимаете, может быть, ностальгия по пломбиру или ностальгия там по каким-то красивым советским песням, но вот ностальгии по КПСС, по-моему, нет ни у кого. Но тем не менее, кое-что есть. Вспоминают, опять же, в основном всякие анекдоты, скажем, знаменитейшую фразу из кинофильма «Кавказская пленница», а в соседнем районе члена партии украли, помните, да, там балбес. Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии. Юрий Никулин, значит, говорит о том, что в соседнем районе украли члена партии. Это была суперскандальная фраза, чтобы вы знали, и во многих местах при демонстрации этого фильма эту фразу вырезали. То есть вообще в СССР было отношение к кинопрокату такое в высшей степени брутальное. Вырезали, естественно, там какие-то сексуальные сцены, а в данном случае просто по распоряжению, по-видимому, как раз какого-нибудь там райкома, обкома и так далее, вот в тех же кавказских регионах вырезали прямо вот физически ножницами из ленты. Вырезали эту фразу, потом, значит, соответственно, ленту склеивали. Вот ваш отец верил в коммунизм, а вы? Я могу сказать, что, во-первых, мой отец в коммунизм тоже верил до поры до времени. В общем-то, он был таким убежденным коммунистом-идеалистом в 40-е годы, в 50-е годы. В 60-е он уже стал таким коммунистом-реформатором. А потом, как я уже, по-моему, рассказывал, его вообще в 1981 году из КПСС исключили. Тогда уже никаких иллюзий по поводу
ну, во всяком случае, коммунистического движения, а также построения коммунизма в Советском Союзе, никаких иллюзий у него уже не было. И под конец жизни он уже ассоциировал себя не столько с коммунистическим движением, сколько с таким общелевым, с уклоном в антиглобализм, скажем. Я в коммунизм не верил никогда, то есть не удалось папе привить мне ни веры в коммунистическую идею, ни даже какого-то минимального интереса к этому. Мне это никогда интересно не было. В этом плане я с отцом очень сильно разошелся, ему это не нравилось, ну а я к этому относился как-то очень пофигистски, я бы сказал. Есть еще отдельно вопрос про мою маму, причем от другого зрителя, Руфину Николаевну. Правда ли, что ее предки были священниками-просветителями? Да, правда. И со стороны моей бабушки по материнской линии, и со стороны моего дедушки по материнской линии, повсюду по материнской линии у меня предки были, что называется, профессиональными священниками. У меня есть их фотографии, но фотографии выглядят потрясающе, с длиннющими черными бородами, в рясах там, ну, то есть красота просто. Моя жена обожает эти фотографии. При этом они были греками. То есть при Иване III в Россию были завезены такие большие группы православных священников из Греции. Потому что Греция, ну, естественно, Византия были центрами православия. Так вот для укрепления православия на Руси Иван III импортировал, так сказать, несколько сотен греческих священников. Самым известным из них был такой Феофан Грек. Вот. И мои предки как раз они были в этой самой когорте. Да, меня крестили прямо сразу после рождения. Ну и мама моя тоже, при том, что была членом КПСС, на самом деле, ну особенно, естественно, уже повзрослев, вот она была, в общем-то, православной, посещала церковь. Кто такие совкадрочеры? Ну, знаете, наверное, это слово довольно известное сейчас, совкадрочеры, то есть тех, кто дрочит на Советский Союз. Ну, я, честно говоря, с этими совкадрочерами не то чтобы как-то много и активно соприкасаюсь, я бы сказал, ну, вот просто чисто логически рассуждая, что совкадрочеры, скорее всего, двух типов имеются. Во-первых, это люди пенсионного возраста, примерно мои ровесники, а также люди еще старше. Люди, которые в Советском Союзе были молоды, которым там гораздо больше удавалось, жизнь которых была ярче, интереснее и так далее. Но, как известно, в общем-то, все хорошее запоминается гораздо лучше, чем все плохое. Поэтому обо многом плохом они забыли, хорошее они помнят и вот видят, значит, это свое советское прошлое исключительно в розовом свете. Иногда довольно странные формы это принимает. Скажем, я пару раз беседовал, ну, можно сказать, спорил даже, хотя и довольно вяло, потому что это бесполезно, с людьми, своими ровесниками, точнее, оба раза это были женщины, такие бабушки, мои ровесницы, которые на полном серьезе пытались меня убедить, что в Советском Союзе не было никакого дефицита, что все продавалось, были полные прилавки, при этом не было никаких особых очередей и так далее. Как будто бы я, притом живя в Москве, не видел эти абсолютно пустые прилавки, километровые очереди и все такое прочее. То есть на что они рассчитывают, эти совковые бабули, значит, эти свои рассказы множе и шире, я не знаю, потому что, ну, это как бы чистая ложь. Но судя по тому, как они это говорят, с каким запалом, задором и так далее, и как они начинают возмущаться, когда ты им говоришь, это не так, я это видел, точнее, не видел я никакого этого изобилия, а также прекрасного качества советских продуктов и так далее, они начинают просто не на шутку сердиться, при том, что я уверен на 100%, что они пережили то же самое, что и я, то есть весь этот самый шаром покати. Это один тип, а второй тип, я думаю, это какие-то молодые люди, которые просто видят всю подлость и убогость и мерзопакостность современной жизни в путинской России
И Советский Союз им представляется чем-то таким романтичным, что тогда все было по-честному, а не сплошное вранье, как сейчас, что тогда о людях заботились, был гуманизм, там было много всего там такого бесплатного, благородного, там прочее, прочее. Вот опять же, исходя из того, как все ужасно в теперешней России. И вот они вот тоже, значит, становятся этими самыми совкодрочерами. Ну, во всяком случае, я себе вполне представляю, хотя я и не знаком ни с одним таким молодым человеком, но феномен этот себе, психологический феномен, или там, скажем так, идеологическо-психологический феномен, я себе вполне представляю. Дальше несколько вопросов не совсем по теме. Правда ли, что в Советском Союзе был налог на бездетность? Да, правда, был налог на бездетность. Скажем, все мужчины, у которых не было детей в возрасте от 20 до 50 лет, должны были платить 6% зарплаты налог на бездетность. Я этот налог платил, поскольку детей у меня не было. Отменили этот налог на бездетность вот где-то в начале 90-х годов уже при Российской Федерации, уже не в СССР. Женщины тоже платили налог на бездетность, но при условии, что у них нет детей, а также при условии, что они замужем. Незамужние женщины не платили налог на бездетность. Женщины платили от 20 до 45. Вот такая вот была история. Были ли банкноты по 100 рублей и насколько они были в ходу? Банкноты по 100 рублей были. В 60-е, 70-е годы вообще это была огромная редкость, потому что это были огромные деньги. Но фактически 100 рублей – это была почти что средняя месячная зарплата. Вот вы себе представьте, вот как сейчас вот выдавать зарплаты одной купюрой. Поэтому поначалу их было очень мало, а потом потихоньку, по мере того, как рубль обесценивался, их становилось все больше и больше, и вот, ну, скажем, вот во второй половине 80-х годов, уже в перестроечное время, 100-рублевых банкнот было более чем достаточно. Я помню, что когда я, скажем, обменивал валюту на рубли вот, по уже таким, ну, достаточно правильным курсам, то обычно получал рубли именно вот этими сотенными бумажками. Правда ли, что был в Советском Союзе запрет на шариковые ручки и почему? Ну, тут такая же примерная история, как со 100-рублевыми купюрами. Когда я учился в Советском Союзе в первом классе, а у меня было так, первый класс я учился в Москве, потом со 2 по 6 в Праге, а потом с 7 по 10 снова в Москве. Когда я учился в первом классе, а это было в 62-63 году, действительно шариковые ручки были запрещены, да их тогда толком почти что и не было. Мы все писали, значит, вот этими чернильными ручками. Потом, в том числе и в Праге, но в Праге там было сложно. Уж там, скажем, учились со мной в школе всякие иностранные дети, французы, итальянцы и так далее. Им было совершенно непонятно, с какой стати надо писать чернильными ручками. Но там, да, на самом деле была такая теория, что шариковые ручки очень портят почерк, что по-настоящему красиво можно написать только чернильной ручкой с металлическим пером, ну а еще лучше, наверное, гусиным пером, там вообще красота и каллиграфия. Был период борьбы такой с шариковыми ручками, но, естественно, в конце концов шариковые ручки победили, хотя написанное пером действительно выглядит гораздо красивее, чем написанное шариковой ручкой. Но, с другой стороны, писать пером – это очень церемонно, кляксы опять же падают. В общем-то, человечество сделало свой выбор, и он в пользу шариковых ручек. И вот еще интересный вопрос. Рассказать о запрете концертов Rolling Stones в Москве в 1967 году. Да, это была на самом деле это реальная история, которую я слышал от сотрудников Минкульта.
Значит, группа Rolling Stones, та самая с Миком Джаггером, тогда еще Брайаном Джонсом, Микитой Ричардсом, она очень хотела выступить в Советском Союзе. Почему, не знаю. То есть мы с Rolling Stones и Миком Джаггером, в частности, знакомы. Что-то я ему этого вопроса не задал. Возможно, потому что Джаггер очень любит русскую литературу. В частности, он мне сказал, одно из его любимых литературных произведений, то есть в таком абсолютном топе у него, это «Мастер и Маргарита» Булгакова. Ну, не знаю. Ну, в общем, по каким-то причинам они очень хотели выступить в СССР. И с этой целью они, ну или точнее их менеджмент, написал письмо в Госконцерт. Госконцерт – это была организация, которая, собственно, занималась гастролями иностранных артистов в СССР. Они написали письмо в Госконцерт, выразив пожелание выступить в Советском Союзе и пригласив представителей Госконцерта на выступление Rolling Stones в городе Варшаве. Вот они выступали в Варшаве, это был 1967 год, уже не помню какой месяц, по-моему, какой-то осенний, типа сентябрь, там что-то такое. И поехали, на самом деле, представители Госконцерта Минкульта в Варшаву на концерт Rolling Stones. Естественно, они пришли там в полный, абсолютный ужас. Приехали в Москву, доложили министру культуры Фурцевой, сказали, ни в коем случае, это просто гримасы капитализма, это порнография, там это кошмар. И после чего, значит, Минкульт за подписью Фурцевой, значит, выпустили реляцию, что никаких Роллинг Стоунсов нам не надо. Теперь перескочим из Компартии в Ленинский союз молодежи. Значит, ВЛКСМ, тут сразу несколько человек пишут, аббревиатура ВЛКСМ переводилась как «возьми лопату, копай себе могилу». Вот, точно так же несколько человек пишут о той прогрессивной роли, которую играли комсомольцы, вот особенно в 80-е годы. Действительно, комсомольцы, что называется, крышевали всяческие прогрессивное молодежное поползновение. То есть дискотеки всякие, ночные клубы, видеосалоны и так далее. Почему они их крышевали? А потому что это приносило им деньги, исходя из самых циничных соображений. Ну а кроме того, многие комсомольцы, естественно, они все-таки были реально молодые люди, и они хотели быть модными, они хотели быть, значит, передовыми в плане стилей, предпочтений музыкальных и прочих, и так далее. Они тоже, естественно, носили джинсы, всякие косухи и все такое. В этом смысле комсомольцы сыграли некоторую позитивную роль, но я, по-моему, об этом и говорил, что они были циники, вот, но мы, скажем, тоже были циники, поскольку мы тоже комсомольцев использовали для своих диверсионных целей. Поехали дальше. Вот опять же, аж двое зрителей вспомнили известный сюжет из киножурнала «Ералаш» 1987 года. Сюжет там такой, что собираются, значит, подростки, ну, такие ребята там лет типа 14-15, одноклассники, и решают, в какую бы как бы субкультуру им податься. Ну, сначала предлагают, дайте в металлисты пойдем. Они такие крутые. Говорят, нет, там надо покупать вот эти кожаные куртки, заклепки там какие-то. Это все дорого, это все муторно. Да, больших денег стоит, в металлисты не пойдем. Ну, хорошо, тогда давайте в панки. Ну, опять же, обсудили панков, опять же решили, нет, там надо так стричься, волосы красить, еще чего доброго из школы исключать за такой внешний вид. Брейк-дансеры, нет, брейк-дансеры это тоже, это надо на голове стоять, вот эти танцы какие-то головокружительные, вот это тяжело. В любера, пойдем в любера, нет, в любера не надо, это надо драться, еще можно от металлистов или панков по роже получить. В конце концов, они говорят, а может пойдем в комсомол? И точно! Пойдем в комсомол, там вообще ничего делать не надо, это ничего не стоит. И решают, значит, без проблем записаться в комсомольцы. И надо сказать, что этот сюжет, его один из зрителей поп-совета
трактует, значит, как сатирический и высмеивающий комсомол. Ну, собственно говоря, и я его также трактую. А другой зритель, напротив, трактует как пропагандистский, что это, значит, пропаганда того, что не надо, значит, во все эти буржуазные субкультуры вступать, а лучше вступайте в комсомол. То есть вот так вот, прямо и непосредственно. Да, забавно. Указали мне на мою ошибку. Я вообще очень рад, что столько грамотных людей смотрят популярную советологию и указывают мне на ошибки. Вот была ошибка с Юрием Любимовым, который состоял, по крайней мере, некоторое время в КПСС. А тут я допустила ошибку с своим давним покойным уже приятелем Валерой Сухорадо. Да, Валерий Сухорадо не был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, как я ошибочно сказал. Валерий Сухорадо был всего-навсего заведующим отдела культуры ЦК ВЛКСМ. То есть он был главным комсомольцем по культуре. Мы с ним познакомились уже позже, когда он был генеральным директором фирмы «Мелодия». И надо сказать, что Валера Сухорадо не очень любил вспоминать свои времена как комсомольского функционера. Это было уже в конце 80-х, начале 90-х. Поэтому он мне не рассказывал, конечно, о том, что он был зав. Отделом культуры. Но я помнил просто, что он был каким-то таким очень большим комсомольским начальником. Ну вот да, Сухорадо был по культуре. Вспоминаю тут бюро молодежного туризма «Спутник», да, куда ушли многие комсомольцы, едва там начался такой реальный бизнес, и стали возить иностранцев, значит, по всяким Крымам, Сочам и так далее. Наверное, последний вопрос. Как насчет секса было в комсомольской организации? Но в уставе ВЛКСМ, естественно, там было написано про моральный облик, про то, что, значит, ты комсомолец чистый, честный, как кристалл и так далее. То есть, в принципе, конечно, сексуальная распущенность не поощрялась. Но это только на словах. На самом деле моральная распущенность, в том числе и сексуального характера, в общем-то, была в комсомоле абсолютно органично. Поэтому трахались комсомольцы и комсомолки с кем попало с большим удовольствием. В общем-то, комсомол, как я уже неоднократно говорил, была организация циников, ну и, в общем-то, аморалка в ней не то чтобы официально приветствовалась, но во всяком случае всячески процветала. Последний вопрос совсем не по теме, довольно странный. Читал ли Виктор Цой «Архипелаг ГУЛАГ» и был ли я знаком с Александром Солженицыным? Не знаю, читал ли Виктор Цой «Архипелаг ГУЛАГ», то есть он, в принципе, был парень интеллигентный, просвещенный, и наверняка знал о том, что такой труд существует, но как бы он шел абсолютно на периферии его интересов, поэтому я бы сказал, что, скорее всего, Виктор Цой «Архипелаг ГУЛАГ» не читал. Что касается моего знакомства с Солженицыным, да, я с ним был знаком, провел с ним один раз целый день. У меня просто была, да, в общем-то, и сейчас есть, она, слава богу, жива-здорова, прекрасная подруга Олеся Фокина, режиссер, кинодокументалист. И вот Олеся снимала на протяжении, не знаю, по-моему, даже 2 лет фильмы Солженицына. То есть просто вот она снимала все, что делает Солженицын. То есть она жила у него даже вот в его доме в Троице-Лыково, это на границе Москвы рядом с окружной дорогой. Выделили ему такой участок, где вот ты с одной стороны находишься в Москве, в пределах МКАДа, а с другой стороны вот будто бы это вот какая-то такая русская деревня. И Солженицын там последние годы своей жизни жил. И Олеся, значит, у него там постоянно находилась, и однажды просто на правах дружка, значит, напросился с собой в это самое Троице-Лыково, вот, и с Солженицыным, значит, мы там денек провели. Надо сказать, что, в общем-то, особо у нас общение не заладилось, вот он был очень сдержан, молчалив и так далее, интерес ко мне не проявил, вот, я был совершенно не в обиде, потому что я тоже толком не знал, о чем мне с ним общаться, вот. Главное, чтобы Олесе было хорошо.
Вот, собственно, и все, дорогие друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я ответил на вопросы про КПСС, ВЛКСМ, которых поступило, может быть, не так уж много, но надеюсь, что вы что-то почерпнули из моих ответов. Вам всем всего наилучшего, счастливо, не замерзайте. И до следующей встречи, которая состоится уже совсем скоро.